Представь себе, вагон наполняется людьми, но не внутри. Они вцепились за поручни снаружи, на крыше состава. Они идут навстречу ветру, балансируя на высоте, где одна ошибка может привести к смертельному падению. Это не фантазия. Так ездят на поездах в Индии и Бангладеш, где переполненные составы превращаются в опасные артерии города. В густонаселенных районах Индии поезда часто идут с вагонами, забитыми до предела. Когда все места заняты, люди забираются на крышу. Там уже нет окон или дверей, только железная крыша, поручни и риск, который ощущается каждым движением рельсов под ногами. В жару пот и пыль превращают поверхность в скользкую ловушку. Вдобавок, линии электропередач и мосты делают маршрут еще опаснее. Слишком близкие провода могут быть смертельны. Почему это не запрещено повсеместно? Ответ в сочетании отсутствия контроля, привычки и социальной реальности. В странах с высокой плотностью населения и ограниченными ресурсами удаление людей с крыши практически невозможно. Часто власти закрывают на это глаза, особенно когда такие поездки — единственный способ добраться до работы или обучения. Для многих это не экстрим, это повседневная необходимость. Железнодорожные маршруты не всегда безопасны, и люди готовы рисковать ради передвижения. А уже через несколько минут ты увидишь, как в торговых рядах рынок буквально складывается под приближающийся поезд. Но будешь ли ты удивлен тем, что рынки могут работать на рельсах? В центре тайского города Мэклан шумит рынок. Здесь торгуют рыбой, фруктами, специями и тканями. Все кажется обычным, до тех пор, пока ты не заметишь, что прилавки стоят прямо на железнодорожных путях. А продавцы не спешат убирать товар даже тогда, когда раздается сирена приближающегося поезда. Этот рынок существует десятилетиями, и железная дорога появилась позже. Когда пути проложили через оживленный торговый район, местные решили не уходить. Вместо этого они подстроили всю инфраструктуру под ритм железнодорожного расписания. При появлении состава торговцы за считанные секунды откидывают зонты, поднимают лотки и освобождают путь. Поезд проходит на расстоянии нескольких дюймов от фруктов и людей, будто проезжает сквозь оживленный муравейник. Самое удивительное — абсолютное спокойствие продавцов. Все действия отрепетированы до автоматизма. У каждого зонт на пружине, тележка на рельсах или складной прилавок. А сразу после того, как состав исчезает за поворотом, рынок восстанавливается будто по волшебству. Торговля продолжается, словно ничего не случилось. Но опасность остается. Туристы, зеваки и случайные прохожие могут попасть под поезд, просто не понимая, насколько тонка грань между шоу и реальной угрозой. Каждый год фиксируются травмы, вызванные банальной невнимательностью. Этот рынок — уникальный пример того, как люди не просто адаптируются, а строят повседневность буквально на грани риска. А дальше мы перенесемся туда, где поезд мчится над бушующим морем и от ветра раскачивается весь мост. Где-то между материковой Индией и островом Рамешваром тянется мост, который буквально парит над морскими волнами. Его название — Памбан. Он стал первым морским железнодорожным мостом страны и до сих пор считается одним из самых опасных участков путей в Азии. Удивительно, но он был построен еще в начале 20 века, когда технические возможности были куда скромнее, чем сегодня. Мост узкий и длинный. Поезд проходит по нему на небольшой скорости. Всего несколько миль в час. Но даже при этом каждый дюйм пути дается напряженно. Под рельсами бушует вода. Штормы в этом районе не редкость, и ветра могут быть такими сильными, что в особенно тяжелую погоду движение временно прекращают, чтобы избежать крушений. Конструкция моста включает в себя разводную секцию, которая поднимается, чтобы пропускать корабли. Это редкость для железнодорожных мостов, и управление подъемным механизмом требует предельной точности. Одна ошибка, и поезд может оказаться в воде. Кроме погодных условий, опасность создает сам возраст конструкции. Стальные элементы подвергаются коррозии, а замена узлов — это серьезная инженерная задача. Тем не менее, мост остается в эксплуатации, в том числе для туристических маршрутов. Люди приезжают сюда ради экстремальных кадров, не понимая, насколько нестабильной может быть опора под их ногами. Когда ты смотришь на этот поезд, рассекающий морскую гладь на тонкой полоске стали, хочется затаить дыхание. Но уже за следующим поворотом высота около 12 тысяч футов и поезд, который словно парит над пропастью. Где заканчивается земля и начинается небо? Ответ можно найти на границе Аргентины и Чили, где один из самых высокогорных маршрутов в мире проходит через Анды. Поезд, получивший название Tren a las Nubes, что означает «поезд в облаках», поднимается почти на 3 мили над уровнем моря. Пассажиры оказываются выше большинства облаков и начинают видеть мир буквально сверху. Маршрут включает в себя десятки мостов, виадуков, тоннелей и серпантинов. Чтобы справиться с резкими перепадами высот, инженеры применили особую технику — зигзагообразные участки, по которым поезд как бы карабкается вверх, двигаясь то вперед, то назад. Это позволяет преодолевать крутейшие склоны, но делает поездку особенно напряженной. Воздух здесь разряжен. Туристам раздают кислородные баллоны, особенно тем, кто не привык к высокогорью. У некоторых начинается головокружение или слабость. Высотная болезнь может настигнуть даже самых выносливых.
Но несмотря на это, маршрут пользуется бешеной популярностью у путешественников. Локомотив движется медленно, и у пассажиров есть время рассматривать скалы, пропасти и бескрайние плато. Иногда поезд кажется зависшим в воздухе. Настолько грандиозны обрывы и настолько тонка граница между шпалами и бездной. Эта дорога не только инженерное чудо, но и испытание для духа. Она обещает величие, но требует уважения. И если тебе кажется, что это уже предел возможного, то следующий маршрут покажет, как близко поезд может подойти к смертельно опасному вулкану, оставаясь на линии между жизнью и катастрофой. На юге Японии, где природа и технологии переплетаются особенно тесно, находится маршрут, который по праву считается одним из самых тревожных. Поезд проходит по склону вулкана Асо, самого крупного действующего вулкана в стране. Этот вулкан не спит, он дымит, гремит и в любой момент способен проснуться по-настоящему. Самое поразительное — это отсутствие оконных стекол в вагонах. Да, намеренно. Это сделано для того, чтобы туристы могли свободно фотографировать бурлящие кратеры, окутанные дымом, и пейзажи, в которых тревожная красота соседствует с потенциальной угрозой. Пассажиры едут медленно вдоль кромки кратера, и каждое движение земли под рельсами заставляет крепче вцепиться в поручни. Эта железная дорога появилась еще в начале 20 века. С тех пор маршрут не раз приостанавливался из-за активности вулкана, но каждый раз запускался снова. Власти устанавливают систему мониторинга, предупреждают о сейсмической активности, но гарантии полной безопасности нет. Ее не может дать никто. Пепел, оседающий на шпалах, может вызвать скольжение. Слабые подземные толчки способны изменить геометрию пути. А в истории были моменты, когда поезд оказывался в зоне экстренной эвакуации из-за внезапного выброса газа. Здесь красота природы сочетается с ее непредсказуемостью. Это маршрут для тех, кто хочет заглянуть в самую суть земной мощи. Но если ты думаешь, что поездка вдоль вулкана — это пик безумия, то дальше мы отправимся в сердце джунглей, где каждый метр ржавых рельсов напоминает о трагедии и выживании. Густые джунгли, пропитанные влажным воздухом, скрывают одну из самых трагичных железных дорог в истории. Эта линия, соединяющая Таиланд и Мьянму, известна как «Дорога смерти». Ее протяженность более 250 миль, но главное здесь не расстояние, а история, вписанная в каждый участок рельсов. Дорога была построена во время Второй мировой войны японскими войсками с использованием труда военнопленных и местных жителей. В нечеловеческих условиях под палящим солнцем, без должного питания и медицинской помощи более сотни тысяч человек возводили мосты, прорубали тоннели в скалах и укладывали рельсы сквозь джунгли. По оценкам историков, не менее 80 тысяч рабочих погибло. Один из самых известных участков — мост через реку Квай. Он стал символом страданий и одновременно памятником стойкости. Даже спустя десятилетия дорога выглядит тревожно. Старые деревянные конструкции, ржавые шпалы, шум воды под ногами. Сегодня здесь ходят туристические поезда, но обстановка остается напряженной. Платформы узкие, под ногами скользкие доски и нет ограждений. Одна ошибка, и можно оказаться в реке. Несмотря на мрачную репутацию, этот маршрут популярен. Люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться к истории и испытать на себе, что значит ехать по дороге, построенной ценой человеческой жизни. И если этот путь пугает своей памятью, то следующий маршрут поразит своей ледяной пустотой и молчаливой опасностью. На самом севере американского континента проложена дорога, где суровость климата сочетается с величием природы. Речь идет о железной линии, соединяющей Аляску с Канадой. Этот маршрут возник во времена золотой лихорадки, когда тысячи искателей богатства стремились пробиться к залежам золота через ледяные пустоши. Дорогу строили в экстремальных условиях: мороз, постоянный ветер, тяжелый рельеф. Строителям приходилось вручную вырубать тоннели в скалах, устанавливать мосты на скользких от инея утесах и бороться с постоянными снежными заносами. Несколько участков были построены прямо над обрывами, где рельсы словно повисают над пропастью. После завершения золотой лихорадки дорога пришла в упадок и была закрыта. Но в конце 80-х ее восстановили как туристический маршрут. Сегодня по ней курсируют стилизованные поезда, воссоздающие атмосферу 19 века. Деревянные сиденья, гремящие вагоны, скрип дверей — все это дополняет суровую картину заснеженных вершин, ледников и горных рек. Но даже с современными технологиями маршрут остается непредсказуемым. Погодные условия могут резко измениться, начаться метель, сойти лавина, оборвать контактную сеть. Каждый рейс требует точных расчетов и постоянного мониторинга состояния путей. Здесь, среди льда и молчаливых гор, человек чувствует себя особенно уязвимым. Одинокий поезд на фоне бескрайней белой тишины — образ одновременно завораживающий и пугающий. Но если ледяной маршрут кажется диким, то следующий поднимет нас к самой высокой точке железнодорожной Америки, туда, где каждый поворот может стать последним.
На границе штатов Колорадо и Нью-Мексико раскинулась дорога, которая поднимается на высоту более 10 тысяч футов над уровнем моря. Это одна из самых высокогорных железных дорог в Соединенных Штатах. И именно здесь проходит маршрут, где каждый вираж открывает панораму головокружительных пропастей и отвесных скал. Железная дорога была построена в конце 19 века и с тех пор почти не изменилась. Узкая колея, шумные паровозы и скрипящие вагоны создают атмосферу прошлого, но сама дорога полна вызовов даже для современных машинистов. Множество участков проложено по самому краю утесов. На таких отрезках путь держится на деревянных эстакадах, под которыми зияет пустота. Платформа поезда буквально нависает над ущельем, и пассажиры могут смотреть вниз на сотни футов под собой. Иногда рельсы изгибаются так, что кажется, поезд сейчас не впишется в поворот. На некоторых участках движение настолько медленное, что можно идти пешком рядом с вагоном. Это не из-за живописности, а из-за риска сойти с рельсов на узком и изношенном пути. Несмотря на свой возраст, дорога активно используется туристами. Люди приезжают ради вида, ради адреналина, ради ощущения полного отрыва от земли. Каждый год сюда прибывают тысячи человек, чтобы испытать, каково это — ехать над пропастью без страховки. Это путешествие не для слабонервных. Но оно не единственное, что может напугать. Следующий маршрут унесет нас в каньоны Перу, где поезд буквально выныривает из скалы в пустоту. Высоко в перуанских Андах спрятан один из самых удивительных и опасных железнодорожных участков Южной Америки. Это путь, ведущий из прибрежного города к шахтерскому поселку Ла-Арроя. Здесь расположен мост Малиньи, место, где поезд будто исчезает в скале и внезапно появляется над пропастью. Этот участок дороги считается вторым по высоте в мире среди железнодорожных маршрутов. Строительство в конце 19 века стало настоящим инженерным подвигом. Путь проходит через десятки тоннелей и мостов, прорубленных в скальных породах. Особенность моста Малиньи в том, что он соединяет два тоннеля, вырезанных в отвесной скале, прямо над каньоном. Поезд выезжает из тьмы и оказывается над бездной. Без предупреждения, без подготовки. Мост узкий, без боковых ограждений, и рельсы здесь издают особенно громкий гул, отражаясь от стен ущелья. Внизу бурлит река, а ветер усиливает эффект парения в воздухе. Вся конструкция выглядит хрупкой, несмотря на то, что выдерживает вес поезда. Это добавляет напряжения. Кажется, что все держится только на воле инженеров прошлого. Сегодня этот маршрут используется реже, но остался действующим. Поезда, которые идут через мост, обслуживают промышленные районы и иногда перевозят туристов. Для многих путешественников это момент чистого ужаса и восхищения одновременно. Ты уже почувствовал, каково это — оказаться над пропастью. Но дальше — вулканы, оползни и древняя линия, которую не раз смывала природа, но она снова и снова восставала из-под обломков. В Эквадоре между прибрежным Гуаякилем и высокогорной столицей Кито лежит одна из самых опасных железных дорог Южной Америки. Этот маршрут проходит через ущелье с зловещим названием «Нос дьявола». Здесь поезд карабкается по отвесным скалам, где малейшая ошибка может стоить жизни. Дорога была построена в начале 20 века и стала техническим чудом своего времени. Проблема заключалась в резком перепаде высот. Более 9 тысяч футов всего за несколько десятков миль. Чтобы справиться с таким уклоном, инженеры применили уникальную технику. Зигзагообразные участки, по которым поезд движется вперед и назад, словно петляет по лестнице вверх. Некогда популярной фишкой этой дороги было то, что туристам разрешали сидеть прямо на крышах вагонов. Но после нескольких трагических случаев, включая падение в ущелье, эту практику запретили. Несмотря на это, путь остается экстремальным даже внутри вагона. Узкие рельсы, сыпучие скалы, частые оползни и возможные сели делают каждую поездку напряженной. Регион подвержен землетрясениям и сильным ливням. Иногда после шторма дорогу полностью перекрывает обвал. Рабочие регулярно восстанавливают путь, но гарантий стабильности никто не дает. Это как борьба с природой, которая каждый раз напоминает: человек здесь лишь гость. Этот маршрут — смесь красоты, тревоги и постоянного риска. А дальше мы отправимся в один из самых нестабильных виадуков Азии, где поезд замедляется не ради вида, а чтобы не расшатать мост, висящий над джунглями. В самом сердце Мьянмы проходит железная дорога, пересекающая виадук Гатейк, сооружение, которое одновременно восхищает и пугает. Построенный в конце 19 века британскими инженерами, этот мост до сих пор остается крупнейшим железнодорожным виадуком страны. Его длина превышает 2000 футов, а высота более 300, что делает его настоящей воздушной тропой над джунглями. Поезд, пересекающий Гатейк, замедляется до предела. Это не жест ради туристов, а необходимость. Мост старый, и быстрая езда может вызвать вибрации, опасные для всей конструкции. Состав буквально ползет по узкой металлической дорожке, которая опирается на тонкие, кажущиеся хрупкими опоры.
Каждое движение как шаг по трещащей лестнице на высоте. Сквозь щели между шпалами видно, как далеко внизу клубится зелень тропического леса. Никаких страховок, никаких ограждений, только воздух, рельсы и многолетний металл, выдержавший десятки землетрясений и сезонных ливней. Местные давно привыкли к этому зрелищу. Туристы же вжимаются в сиденья, стараясь не дышать громко. Есть в этой дороге что-то древнее и в то же время пугающее. Будто едешь по мосту, которому давно пора уйти на покой. И все же он держится. Потому что людям нужно добираться через эти непроходимые земли, потому что туризм дает доход, потому что страх и красота идут здесь рука об руку. А впереди нас ждет зеленый ад. Там, где поезд едет среди тропических водопадов и скал, так близко к природе, что капли бьют по стеклам. На северо-востоке Австралии в штате Квинсленд лежит железнодорожная линия, проходящая через тропические леса и горные ущелья. Это маршрут Курнда, Карнс, знаменитый своими захватывающими видами, крутыми поворотами и, конечно, близостью к водопадам, которые буквально облизывают окна вагонов. Построенная в конце 19 века, дорога стала инженерным подвигом. Строителям пришлось прорубать тоннели в скалах, возводить десятки мостов над глубокими оврагами и постоянно бороться с дождями, которые размывали землю и угрожали стабильности рельсов. Сегодня по маршруту курсируют туристические поезда, но сложность пути никуда не исчезла. Во время путешествия состав проходит через 15 тоннелей и 40 мостов. На одном из участков поезд замедляется до минимума, когда проезжает мимо водопада Баррон. Потоки воды падают с такой силой, что брызги долетают до вагонов, а влажность заполняет все пространство. Скалы с обеих сторон будто сжимаются, создавая ощущение движения внутри живого организма. В некоторых местах рельсы буквально висят на краю скалы, удерживаемые старыми опорами. Деревянные мосты скрипят под весом состава, а обрыв под ними уходит на сотни футов вниз. Несмотря на современные проверки, каждый рейс здесь остается проверкой на прочность, как для железа, так и для нервов пассажиров. Но именно этот контакт с природной стихией и есть главный аттракцион. Здесь ты не просто наблюдаешь за пейзажем, ты становишься его частью. А в финале этого путешествия вопрос, который мучает всех. Зачем вообще люди идут на такие риски? Ответ уже впереди. Каждый маршрут, о котором ты только что узнал, наполнен риском: рельсы над бездной, мосты, висящие в воздухе, поезда мимо действующих вулканов и через тропические бури. Зачем люди выбирают такой путь? Что движет теми, кто садится в вагон, зная, что впереди страх, напряжение и непредсказуемость? Ответ лежит глубже, чем простое стремление к приключениям. Многие едут не ради риска, а ради ощущения преодоления. Там, где опасность реальна, человек обостряет восприятие, замечает каждый звук, каждое движение. Это момент, когда ты максимально жив. И именно такие переживания создают воспоминания, которые остаются навсегда. Для других это способ прикоснуться к истории. Дорога смерти, мосты зари Британской империи, рельсы, проложенные сквозь вулканы и обвалы — все это культурные и исторические памятники, в которых живут прошлые эпохи. Ты не просто едешь, ты буквально проезжаешь по страницам истории. И, конечно, есть те, кто ищет красоту, но не открытки или идеальные фотографии, а настоящую, дикую, живую, там, где природа не укрощена, где инженерия борется со стихией, а жизнь висит на тонкой грани. Это романтика, только с примесью адреналина. Поезда на грани — это выбор. Не случайность, не эксцесс, а осознанный шаг навстречу тревоге и восхищению. И хотя каждый пассажир, может быть, едет туда по-своему, объединяет их одно — желание почувствовать, что ты действительно существуешь. Именно в этих мгновениях между рельсами и пропастью раскрывается настоящая суть человека.